Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Александр Лазарев, политолог на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь. Подпишитесь на соцсети Александра, ссылки в описании. Ставьте лайк этому видео обязательно. Это сейчас очень важно ввиду самого разного вмешательства в алгоритмы YouTube, алгоритмов разных нехороших людей. Но, тем не менее, мы остаемся на связи и обсуждаем все самое острое, самое важное. Но начать хочу с веселого. Зеленский делает заявление, что Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира тогда, когда прекращение огня наступит. Так что там, завтра, послезавтра прекращение огня, Александр? Начать с веселого, я так понимаю, это кодовая фраза «начать с Зеленского». Хотелось бы, конечно, чтобы завтра-послезавтра было прекращение огня, но на самом деле никакого прекращения огня до всеобъемлющего мира не будет и быть не может. Об этом было неоднократно сказано различными политиками различного уровня. Что касается Нобелевской премии мира, не дорабатывают в Киеве, и мне кажется, это очень плохо скажется на будущих перспективах и отдельных политиков, и в целом власти Зеленского. Всего лишь 132 депутата в парламенте поддержало инициативу. Маловато будет. Нельзя так себя вести по отношению к Дональду Трампу. Вот прям вообще нельзя. Какое-то неуважение, что ли, выразил украинский парламент. А тут еще Зеленский ультиматумы ставит, что мы выдвинем, если... То есть он получается публично, да, но это не от большого ума на самом деле. Он публично дает посыл а-ля Дональду Трампу: мы тебе поможем, если ты там что-то организуешь. Да зачем ему ваша помощь? Послушай, Трамп сказал, что он уже 7 конфликтов прекратил. Ну, 7 или 8, мне кажется, здесь уже один туда, один сюда роли не играет. Он и так всего, чего хотел, того достиг. Даже эта террористическая организация Хамас уже начала, да, переговоры с израильским правительством. Его, в общем-то, готовы отдать всех пленных, которые были там взяты 2 года назад в плен. И Израиль готов прекратить бомбежки сектора Газа. В общем, Трамп вообще красавчик. А то, что в Украине не могут договориться, так это проблема не Трампа, да, проблема индейцев, так сказать, вождя не сильно волнует. Как-то так. Оцените, пожалуйста, давайте сразу пройдем этот вопрос, потому что он, конечно, тоже неоднозначен. Мир в Газе. Наступает ли, или это предвестник большой, скажем так, заложенной на будущее разрывной мины? И сделано это все, собственно, для той же Нобелевки, которая раз и не состоится, цитируя Трампа, оскорбление Соединенных Штатов Америки. Имеется в виду, если не дадут Трампу Нобелевку мира, то это оскорбит США. На самом деле конфликт в Газе, он такой многогранный. Это не только геополитический вопрос, да, либо там локальный конфликт. Здесь очень много переплетений. Давайте, если смотреть с точки зрения внутренней политики Израиля, выгодно ли для Биньямина Нетаньяху сейчас прекратить конфликт в Газе, когда он видит, что он добивается успехов, когда у него есть довольно-таки неплохой рост уровня поддержки, да, на фоне, среди его сторонников, да, и там колеблющихся людей, колеблющихся электората в Израиле. Потому что есть и другая часть населения, которая во всех городах массово выходит на протесты с флагами, с плакатами: «Остановите войну», и «Верните пленных», и вообще «Стоп-вары». В общем, во многих городах Израиля подобная ситуация видна. Раз в неделю собираются люди. Понятно, что это тоже политические силы организовывают. Это объективные вещи, которые происходят в разных странах. Есть те, кто за, есть те, кто против. Для политической верхушки Израиля сейчас прекратить конфликт в Газе, они должны получить какую-то альтернативу. То есть Биньямину Нетаньяху нужна победа. После того, что случилось в 2023 году, после того безобразного нападения, да, со стороны Хамас, потом эта война началась, жесткая бомбежка Газа, то есть очень большая цена, то есть очень много работы проделано, и на кону стоит не то что рейтинг, а сохранение лица и вообще, собственно говоря, национальная идея
Ведь многие и сплотились в Израиле вокруг этого вопроса. Это один момент, да, политического характера, идеологического характера, который Нетаньяху использует для того, чтобы укрепиться у власти, потому что у него довольно-таки часто в последнее время шаткое положение. Один момент. Второй момент – это геополитический аспект. То есть никто даже не сомневается, что государство Израиль в геополитическом смысле является неким сдерживающим фактором для того, чтобы не состоялся проект пояса исламских государств. Оно так и изначально планировалось, был консенсус между Советским Союзом, между Соединенными Штатами Америки. И на это согласились многие геополитические игроки и того времени, и сейчас. Потому что создание этого пояса исламских государств – это большой урон геополитического влияния не только США, но и в том числе и Российской Федерации, в том числе и глобального юга. То есть это понимают многие политики, потому что на Ближнем Востоке может вырасти новый геополитический гигант, обладающий несметным количеством энергоресурсов. Поэтому многие страны заинтересованы, чтобы не было этого сращивания. Да и, собственно говоря, арабский вопрос, где сунниты, шииты, то есть много идеологических расколов, религиозного характера. То есть об каком-то объединении сейчас говорит нет смысла, то есть оно не на часе, как кажуть в Украине. Да? То есть это вопрос, возможно, какой-то очень долгоиграющей перспективы. Но, скорее всего, это не состоится. Поэтому есть в этом заинтересованность. Вы же посмотрите, что критикуют, условно говоря, действия Израиля, это критикуют, но никаких радикальных действий по отношению к Израилю не принимают. Ни страны глобального юга, ни европейская коалиция глобалистов, ни Трамп со своей группой протекционистов, если их так уже разделять. То есть, на самом деле, все заканчивается словами и вот так вот пальчиком машут. Но, нельзя, это все плохо. Потом, значит, Британия выходит и говорит, так мы готовы под мандат взять газу, там, и отстраивать и прочее. Если мы вспомним, до создания Израиля, именно государства Израиля, это была подмандатная территория Британии, да, может быть, у них еще какие-то фантомные боли, я имею в виду часть Палестины, да, и прочее, может, у них фантомные боли до сих пор остались, они хотели бы вернуть статус, так сказать, империи, либо хотя бы геополитического игрока такого глобального масштаба. Штаты заявляли неоднократно, Дональд Трамп, что он там готов отстроить, создать там какие-то феноменального размаха проекты по курортным зонам, да, и прочее. Но мы знаем, что вокруг Трампа довольно-таки серьезное израильское лобби. Даже его родная дочь приняла иудаизм, и она является женой, Кушнер, да, он как бы этнический еврей, исповедует иудаизм, и через него многие группы Израиля лоббируют свои интересы, так сказать, вокруг четы Трампа. То есть это есть, и от этого никуда не деться. Мы даже если вспомним... Конечно, я тут хотел бы добавить, что сейчас появились новые, посмертное, да, или предсмертное, правильно сказать, да, вот эти переписки, сообщения Чарли Кёрка, убитого. И, в принципе, все стало на свои места. О чем раньше говорили, там, у меня в эфирах обсуждалась эта тема, поднималась, что это какая-то конспирология, что о чем вы вообще, что это, Айпак и Айпак, это организация как бы проеврейская в Америке, которая, в общем, не является иноагентом, что удивительно. А в Америке очень жесткая история с иноагентскими организациями, там все очень, в общем, все очень педантично они делают и вытравливают любые, там, скажем так, влияния иностранных государств, но не Айпак, не Израиля. И, в общем, в этих переписках четко было видно, что он очень жаловался на этих доноров из Израиля и жутко с ними поссорился. Мы видели странное двухминутное отклонение от речи Биби Нетаньяху о том, что это не мы его убивали. И, в общем, многое стало на свои места сейчас, когда просто смотрят, да, сделали очень такую яркую картинку, митинг похороны, да, но по сути, по сути, да, мы видим как, там, непонятный с отклонениями человек, жил с трансгендером, в общем, и это все как бы туда. Причем не качают и левую историю,
ну вот, демократов. Но и вроде как здесь и израильскую тему тоже не качают. Как бы похоронили, поплакали и поехали дальше. Тоже очень интересный подтекст этой истории как раз-таки в тему разрешения газа вот сейчас. Может быть, да. Я настолько не погружен в документы по убийству, да, Чарли Кирка. Я думаю, что мы со временем узнаем очень много фактов интересных, которые будут обнародованы. И Трамп в этом в первую очередь заинтересован. Но, опять-таки, все эти документы будут использованы в политической борьбе, внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах Америки, потому что будут и выборы, и необходимо будет и по демократам нанести удар. И я думаю, что Трамп не упустит такую возможность. Но возвращаясь к вопросу Израиля, к вопросу Газы, опять-таки, если мы берем уже там политический, геополитический аспект, да, Трампу, с одной стороны, выгодно закончить этот конфликт, показать всему миру, что, посмотрите, я смог решить арабо-израильский конфликт. Но он же уже одну войну закончил, да, иранско-израильскую войну. Он публично об этом сказал, они отбомбили немного по Ирану, собственно говоря, потом пожали тихо руки непублично, и война закончилась, прекратилась. Вот. Хотя угроз было очень много, да, и, собственно говоря, все там заявляли, что сейчас что-то будет феноменальное, что-то будет очень большое. Ничего не случилось в итоге. Что касается газа, здесь, понятно, попроще история, чем с Ираном. За газой, разумеется, там и Хезболла присматривала, да, и деньги давала, и как бы тут и ливанский вопрос, и там очень много хитросплетений вокруг этого региона, этого анклава. Но, тем не менее, как бы интерес у Трампа публичный есть. Не публично он может вести торги с тем же Беньямином Нетаньяху, потому что, как бы ни казалось, да, вроде бы страна небольшая, но и многие говорят, да, что это там, условно говоря, там прокси американские, но по факту балансировать так, как балансирует Израиль, нужно еще поучиться многим странам. То есть это не из-за того, что там мне что-то нравится или не нравится, это просто факт налицо. То есть как страна могла искать баланс, потому что сохранять отношения и с Америкой, и с Россией, там, да, и с прочими государствами, вот, не вступать в конфронтацию даже с Китаем, хотя Китай там, в общем-то, плотно завязан экономически на Иран, в первую очередь по покупкам углеводородов. Вот. И тем не менее, и дипломатические миссии сохраняются, и коммуникации, и инвестиции. В общем-то, все работает. Здесь надо посмотреть на самом деле, как существует это государство, и что ему позволяют, а что не позволяют. Пока мы видим, что позволяют. Может ли, например, сохраниться перемирие какое-то вокруг сектора Газа для того, чтобы Трамп смог решить свои миротворческие, да, вопросы? Да, думаю, может. Может остановиться, могут эти переговоры затянуться. Трамп может сказать, что вот я добился всего. Но опять-таки сектор Газа – это вечная горячая точка. То есть я с уверенностью могу сказать, что даже если будет перемирие, вопрос мира, да, прекращения боевых действий между Израилем и Хамас – я не вижу в будущем. Они будут возобновляться, как и раньше это было. Все время были какие-то периоды затишья, потом возобновления, потом опять затишье. Ну, а с 23 года началась, так сказать, большая война, которая уже длится 2 года. Я думаю, что временно могут прекратить, но дальше будут возобновлять. Витков в свое время, там пару недель назад, когда только он представлял свой 21 пункт, который стал 20 пунктами Трампа, говорит, что решение вопроса в Газе приближает мир в Украине. Можно ли с этим согласиться? И отдельно я хочу, чтобы вы прокомментировали. Слушайте, как бы все чаще появляется, собственно, Алиса Вайдель на экранах, да? Ну и понятно, в Европе там сложная ситуация, да, то есть Германия, во Франции ужас, что... Ну, это же цирк, понимаете? То есть он должен был, этот Лекарню должен был сформировать Кабмин, кабинет министров, и вот за день до этого срока подает прошение об отставке, в общем, там, Макрон, голосование, доверие, недоверие, в общем, будет обращение Макрона, то есть проблемы большие политические. Понятно, что немцы рядом, и понятно, что это вот общая обстановка. Это такой шанс для АДГ и Алисы Вайдель, и они прям выстреливают. Сейчас полетели откровения от Меркель о том, что COVID-19 стал вообще
причиной войны в Украине, а вообще Польша и Прибалтика уперлись, поэтому ничего не смогли сделать. Мерц соглашается, что да, COVID-19, с Путиным, мол, никак нельзя было поговорить. С Путиным, который на 3 дня в Таджикистане, который, по идее, должен его арестовать. Ну вот, тоже вот очень интересно, да, вот метаморфоза геополитического пространства. Но все-таки почему я вот как бы очень удивляюсь и так достаточно... Вот мы всегда критикуем всех, да, но Вайдель очень четко гнет свою линию. Они, по-моему, ловят вот эту волну, опережают в рейтинге в Германии, и она выходит и говорит: Мерц, шуруй, воюй сам в Украину. То есть это понятно, кто-то скажет, ну это АДГ, мол, что вы, ну это, у них такая позиция, депутаты могли сходить в посольство, праздновать день рождения Путина, об этом написала немецкая пресса, ну мол, что с них взять, ну вот такие они, да, АДГшники, так это подождите, по последним опросам, лидер политический в Германии, и атака на Мерца от Вайдель, это ведь очень важное, ну, какое-то изменение внутри Германии и Европы. Что думаете, насколько эта волна сейчас на подъеме и быстро ли схлынет? Потому что, ну, мы видим, как это волнами все происходит. Ой, Украина, катастрофа, а потом Украина побеждает. Дела не так плохи, как 9 месяцев назад. Ну, на самом деле, если брать вообще вопрос Германии, я бы его рассмотрел так, с точки зрения вообще исторических взаимоотношений с Россией. Если мы посмотрим на геополитические аспекты, там, да, Теллара, Телусократия, вот, когда там власть суши, власть моря, когда есть континентальное государство, есть морские государства. Так вот, Германия и Россия, они в работах того же Хелфорда Маккиндера и вообще там британской геополитической школы всегда рассматривались как очень похожие страны, как очень похожие державы с точки зрения, сейчас не территории, не политики, да, не из-за того, что это там федерация, я же говорю о том, что это было в начале 20 века так рассматривали, дальше в 19 веке так рассматривали. Это континентальные страны. То есть у них есть определенные сходства и особенности, которые отличают их от морских. То есть они развиваются, разрастаются по своим границам. То есть они не действуют по перифериям других континентов. Ну, раньше так было, я сейчас классическую форму говорю, потому что сейчас, понятно, уже все смешалось. Вот. Раньше действовали исключительно на континенте, вокруг себя. То есть заводили там торговые отношения, дружественные отношения, недружественные отношения, да, вот, кто-то вел захватнические войны и прочее. Вот, итогово страх, например, тех же англичан всегда это было объединение Германии и объединение России в том или ином виде. Это было в 19 веке. Если вы посмотрите на историю, например, взаимоотношений этих государств, когда шли какие-то потепления, была какая-то возможность кооперации, всегда начинались войны, в которых и Россия, и Германия находились в разных блоках и начинали между собой воевать. Это угроза, да, тяготения подобных стран, причем именно на евразиатском континенте, она никуда не делась. То есть до сих пор многие политики рассматривают, да и не только политики, и мыслители там, геополитического характера рассматривают возможность будущего там, какой-то кооперации экономической. Никуда не девается идея, например, того же Шарля де Голля, да, галлийская идея единого континентального пространства, которая иногда в Европе возникает. В том числе и в партии АДГ. Вот сейчас ее пытаются клеймить пророссийской политической силой. Но на самом деле мы видим рейтинги этой партии. Она играет на социальных настроениях внутри Германии. Это правая политическая сила. И когда левые, да, ну опять-таки мы вот, меня люди иногда спрашивают в комментариях, вот левые, правые, они в классическом смысле понимают. Если левые, то это коммунисты, правые, то это там радикальная форма а-ля там фашизм, нацизм, да, но дело не в национал-социализм, не об этом речь идет. Мы говорим сейчас о таких смешанных, около классических и сдержанных форм. То есть те, которые при власти, то есть это глобалисты, сторонники там, финансового капитала, союзники Демократической партии США, они являются левыми политическими силами в Европе. И поэтому
их идея, которая, опять-таки, основывается на военно-промышленном комплексе европейском, на кооперации с американским военно-промышленным комплексом, она наносит все-таки отпечаток на социальную сферу. И вот эти вот выступления Мерца, который говорит: все, ребят, социалочки, конец, потому что нам необходимо заняться другими вопросами. Вот есть Украина, а там еще некоторые горячие головы типа Урсулы Макрона публично говорят: вот если мы Украине не будем помогать, то придется воевать уже на территории Европы, потому что Россия планирует дойти там чуть ли не до Лиссабона. Ну, в общем, вот эта тема, она продвигается, причем продвигается повсеместно в Европейском Союзе. И на фоне этого, когда обычный немец понимает, что это все с его кармана, я бы не считал немцев идиотами, да, понятно, что есть какой-то инфантилизм, но идиотизма я там не вижу, всецело. Люди начинают чувствовать на себе, что часть их денег, которая им положена по долгу, да, на социальную сферу, она уходит куда-то, какому-то Зеленскому, каким-то корпорациям, да, потом видят эти скандалы, которые публикуются и в западной прессе, и начинается отторжение, потому что это касается не просто где-то там помочь Украине, это касается конкретно какого-то Шульца, Фрица, да, чья семья недополучила определенно положенных денег. Вот, и у них начинается отторжение от этой политики. Эта политика с кем ассоциируется? Ну, понятно, вот тебе ХДС, вот тебе Мерцы, да, вот тебе все остальные. Значит, кто против этого противостоит? Альтернатива для Германии. Это политики. Я бы не идеализировал, как некоторые там, да, эксперты и зрители говорят: вот это настоящие патриоты, друзья. Они играют на этих настроениях, да, вот они видят в этом возможность и видят, что сейчас настроения повернули в правую сторону. Вот, они укрепляются, хотят прийти к власти. Когда придут к власти, если придут, то не факт, что у них позиция не сменится, потому что придут представители того же финансового капитала, либо военно-промышленных групп и скажут: слушайте, вот вам несколько чемоданов, да, какие-то гарантии, мы вам дадим это, а вы, пожалуйста, там продвиньте вот такую идею, такую историю. Может ли это быть? Может. А может быть по-другому. Может быть, те группы, которые за ними стоят, они являются не интересантами конфликта и хотят, наоборот, прекратить и восстановить взаимоотношения, торговлю с Россией. Ведь, опять-таки, альтернативу Германии поддерживают и местные промышленники. А местные промышленники от политики Мерца, да, и правящей политической силы, они пострадали очень серьезно, потому что Германия промышленный хаб, который отказался от дешевых углеводородов российских, плюс эти еще северные потоки, которые нанесли непоправимый ущерб, ударили по немецкой экономике. Опять-таки, они хотят эту тему перевернуть, они не хотят играть в угоду там, своим конкурентам, например, в тех же Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы видим такие настроения, что вот как-то нужно выровнять отношения с Россией. Вот кто-то там в посольство идет погульбанить, да, кто-то еще куда-то, кто-то имеет общение там, с российскими политиками, ищут вот эту возможность, и чтобы она не противоречила настроением в обществе, потому что все-таки работа по промывке настроений мозга, она велась довольно серьезно, велась долго. Вот, и они хотят найти вот эту точку, с которой можно начинать отсчет выстраивания новых взаимоотношений с Россией. Вот альтернатива для Германии это делает. Их конкуренты будут всячески обвинять, обнулять, говорить о том, что это вообще ставленники Кремля, Путина, находить какие-то там страшные связи между ними, что они получают деньги в России. То есть борьба компроматов, она будет. Но, тем не менее, все равно мы видим процентное соотношение, то есть как люди относятся к АДГ, и она не в пользу правящей политической силы. Просто получается очень интересная история, что вот, в Украине очень большой запрос на мир. Ну, он очень большой. Он не проявлен никаким образом там, в соцопросах. В соцопросах все готовы воевать до конца. Он не проявлен никаким образом в каких-то моментах политических. И когда вот так спрашиваешь, а какая политическая... Вот что такое партия мира? Украинец может смело называть АДГ. Развитие, да? АДГ, понимаете? Ну, то есть, смело. Но только это не украинская, потому что в Украине нет этого. Ну, тут, например, да, то есть, важно показать, и здесь просто очень важно, что есть силы у этих союзников, с которых Украина
тащит деньги, и это действительно, ну вот, я не знаю, там, последняя клюка, последняя опора или там последнее плечо, на которое может опереться Зеленский. Это именно Урсула, Европа и так далее. А, Зеленский понятно, что делает. Да, вот он выходит с заявлением о том, что это украинская разведка навела на вот этот танкер, который якобы российский, который там с помпой задерживал французский спецназ, мол, это оттуда дроны запускали. Но в целом мы не понимаем, что это за дроны. И как-то так вот, если так посмотреть, конечно, там пишут в прессе, что это российские агенты, купленные там на территории Европы, запускали эти дроны. Мы понимаем, зачем это делается непосредственно, да, для того, чтобы разогнать вот эту истерику о будущей войне, для того, чтобы оправдать уже выделенные средства на те же заводы, которые строятся украинскими предпринимателями на там датской земле, еще какой-то земле. Зеленский выходит и говорит, кроме вот этой спайки и попытки повязать условно кровью, ну кровью не получается Европу повязать в классическом смысле этого слова, ну разве что украинской, попытки повязать деньгами, обязательствами, вот этими бизнес-отношениями по поводу там оружейных компаний и прочего, он же еще и делает очень интересный ход. Я хочу, чтобы вы его отдельно прокомментировали. Значит, ну, это там Соболев из «Батькивщины». И до этого, кстати, Педласа. Это я в начале недели в шуме показывал. Она четко об этом говорит. Просто это настолько, ну, на поверхности, что все так говорят, да елки-палки. А потом говорят, нет, этого нет, убирайте это. И все там, ой, нет, это какая-то инсинуация. Короче, Украина просит деньги у Европы на военных. Прям так берет и говорит, это на зарплаты военным, СБУ, там, сил, Нацгвардии, короче, на военных. Это делать нельзя. Поэтому они предлагают какой-то такой вот займ безвозвратный. Но вот с такими-то условиями, короче, европейцы из кармана налогоплательщика европейского, они будут платить украинскому военному зарплату. Это уже не просто вот это союзничество или там, это вступление в войну. Нормальные, грамотные люди это понимают. Это прикрыли лопухом того, что это не так, но по сути на это расчет. Но как тогда этот расчет отыгрывается от свежих сегодняшних заявлений Зеленского о том, что мы будем бить, будем спецоперации проводить, с Малюком совещание, утвердили весь там план спецоперации на территории России, будем гасить Курскую, Белгородскую области, если будут гасить Украину. И это, получается, будет делать украинский военный за зарплату, которая платит из Европы. Втягивание в войну Европы Зеленским, да, оно уже вот прям почти состоялось. А какие перспективы тогда открывает вот этот процесс для дальнейших этапов войны? Ну, у Зеленского позиция очень понятна и в этом смысле прозрачная. То есть он говорит, мы, значит, прокси ваши, у нас нет денег, вам это надо, вы платите зарплаты, потому что мы заплатить не можем. Поэтому вот вам счет, который необходимо покрыть. Причем речь, заметьте, идет исключительно о зарплатах, о выплатах погибшим, которые не покрылись до сих пор, а там миллиарды. Вот, речи не идет. Дальше, если мы смотрим на бюджет, который сейчас там дорабатывается, прорабатывается, то там 2,8 триллиона заложено на военную сферу, в которой нехватка уже 300 миллиардов, о чем говорит этот Железняк, публиковал, если не ошибаюсь, эту информацию. 300 миллиардов нехватка на вооруженные силы. То есть, опять-таки, покрывать надо. А все остальное, 2 триллиона, это выделено на социальную сферу, то есть на бюджетную. Только все остальное находится в бюджете как дефицит записанное. В бюджете есть заложенные деньги, которые они прогнозируют получить. Тоже, опять-таки, прогнозируют, это не значит, что получат. Я не помню еще ни одного года до военного, когда
Украина выполняла бюджет, всегда он был недовыполненный по сбору там средств по заработку. А тут получается, что военка, то есть все запланированные деньги должны туда пойти, плюс еще не хватает 300 миллиардов, вот, а все остальное, оно в дефиците. Тут опять-таки, если Европа как-то покроет социалку, это пенсии, зарплаты, учителя, медицина, образование, да, и в общем весь спектр социальных услуг, которые предоставляет государство, то это, конечно, хорошо. А если не покроет, так это ж не первоочередные вещи, да, как-то там потом будут решаться. То есть в этом даже проблема. И тут Зеленский, получается, говорит, давайте вы платите, мы тогда будем работать. Это подтверждают там определенные депутаты. Вот европейцы понимают, что им эта война сейчас выгодна, им эта война нужна. Я имею в виду власти европейских государств, и в том числе наднационального образования, как Европейский Союз, та же Урсула фон дер Ляйен, да, и же с ними. То есть они понимают, что у них есть определенные обязательства перед военно-промышленными группами. А значит, что тогда будут изъяты деньги из карманов европейских налогоплательщиков, правильно вы подметили, и переданы вроде как Украине какая-то часть на зарплаты военных, потому что нужно все-таки продолжать боевые действия, и какая-то часть напрямую военно-промышленный комплекс европейский, американский, под эгидой того, что это помощь Украине. То есть, как он будет делиться, я думаю, мы еще увидим. Вот. Но 100% вот такие два направления расходной части там будут. Что касается Зеленского и заявлений насчет спецоперации на территории России. Зеленский уже блэкаут в Москве сделал, да, то есть он же об этом заявил, что вот в Москве будет блэкаут. В итоге оказалось, что Москва гораздо ближе к Киеву находится, чем он предполагал, потому что блэкауты были и в Сумской, и в Черниговской области, и в Харьковской области, и там Терехов уже выступил, что он молчал все время войны, тут выступил, сказал, что непонятно, как зиму пережить, потому что энергообъекты в полуразрушенном состоянии находятся. И Россия дальше наносит массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры. Если мы посмотрим на комплекс этой проблематики, то мы вспомним, например, высказывание экс-министра энергетики украинского, что 50% до военной электроэнергетической инфраструктуры уже выбито, и ее возобновить невозможно. Украина зависит... Смотрите, там идет, да. Это, по-моему, сегодняшняя новость, это о том, что это газ, то есть 60% газа, Да. и Запад пишет, газодобычи, газовая инфраструктура, все, 60% не доберем. И об этом пишет западная пресса. По поводу там энергетики, вы же заметьте, какая история. Нам ДТЭК сообщает о том, что поражен какой-то объект, а какой не говорит. И только там, если там сопоставлять условно картину дня и рыться там по информационным лентам и по местным группам, да, вот, например, поражен объект ДТЭК, что за объект ДТЭК, какой, и только там увидели, что это в Донецкой области, там сравняли с землей ГОВ, горно-обогатительную фабрику, да, которая там уголь, внимание, обогащала для тепловых электростанций. Да. То есть удары наносятся не просто по ТЭЦ, подстанциям разного вольтажа, но и по предприятиям, которые там техшахт осталась, на востоке имеется в виду, да, там, не знаю, пара, по-моему, которые и то работают с перебоями, и то очень плохо, а уже и ГОВ невозможно восстановить. Поэтому тут комплексный удар, не только прямой, вот там у тебя есть подстанция, а нет подстанции, а у тебя даже угля может не быть. Продолжайте, да, пожалуйста. Да, именно так. И угля может не быть, и вопрос, где этот уголь потом покупать. Понятно, будет уклон на импортную составляющую, опять-таки, по роттердамским, да, ценам. В общем, как бы тема понятная и давно изъезженная. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что может быть не то, что угля не хватать, а может быть потом ситуация такова, что этот уголь будет негде использовать. Потому что разлетятся все эти тепловые электростанции, если так дальше продолжится. И это только дурак не понимает, что если такая стратегия у России сейчас где-то, а с учетом наличия, количества, да, ударных систем, тех же ракет и беспилотников и прочего, которые есть в России, вот, и которые она запускает, и украинские паблики публикуют, что в разы просто, а в некоторых случаях в десятки раз увеличилось количество пусков, и летит оно в основном по объектам энергоинфраструктуры, то дальше просто вопрос времени, когда свет погаснет во
всех больших городах. Это напрямую связано не просто с комфортом жизни, это связано напрямую с выживанием, потому что действительно зима, а представьте, города-миллионники, высокоэтажные здания, если нет подачи воды, насосные станции не работают, электричества, газа, канализации, это просто города превратятся в хаос, потому что люди не будут понимать, как им выживать. А помимо этого, это предприятие, это бизнес, это транспорт. То есть если выбить энергетическую инфраструктуру, парализуется вообще жизнедеятельность в стране. Понимает ли об этом Зеленский? Я думаю, если он не понимает, то окружение как минимум. Там же есть люди, которые разбираются в этих вещах, ему подсказывают. И тут вы смотрите на действия. Вот просто следите за руками зрителей, так сказать. Вместо того, чтобы хоть как-то возобновить процесс переговоров, сказать, ладно, мы давайте все-таки договоримся, вернемся к тем позициям, что не будем наносить удары взаимные по энергетической инфраструктуре, Украина по НПЗ не будет наносить, Россия по другим объектам энергетики. Зеленский заявляет, что мы готовим серьезную спецоперацию и будем бомбить Россию. Но тут же просто математика. Сколько у тебя есть ударных систем, сколько у России. Территория России, территория Украины, возможности ресурсной России, возможности ресурсной Украины, оружие, которое Россия производит, и Украина пытается его получить на Западе, и не получает в тех объемах, в которых надо. ПВО. Опять-таки в России, ПВО в Украине. Что с патриотами? Вопрос. Патриоты, тема была, кричали, говорили, замолчали. То есть замолчали. А по небу видно, что системы ПВО прямо сейчас в минимальном количестве находятся. Так вот, при таких раскладах, казалось бы, выбери другую стратегию. Ведь погасят свет. И погасят свет, и дальше непонятно, как петлять. В этом-то вся проблема. То это не России будет проблема, что в Украине погашен свет. Это Украины, народа Украины, бизнеса, промышленности, транспорта, всего. То есть, вот просто всего. При таких раскладах нормальный руководитель, если мы говорим о нормальности, я сейчас не говорю о нормальности отдельных персонажей, он должен взяться за голову и сказать, ребят, эта стратегия не подходит, давайте менять. Концепция, как в анекдоте, меняется, ее необходимо переформатировать. А Зеленский спокойно вызывает Малюка и говорит, мы тут решили, мы будем дальше бить по России. Мы операции готовим, диверсии готовим, еще Курская, Брянская, Белгородская, вам всем скоро не поздоровится. А как он думает, ответ за это будет какой-то, если еще несколько каких-то диверсионных действий будет проведено, если будут действительно обстрелы НПЗ, что в России Генштаб или президент просто сядет и скажет, страшно прям, все, прекращаем. То есть он на это рассчитывает? Или наоборот Россия скажет, так, давайте тогда мы усилим удары. Там Будет есть уже такие слухи, опять-таки это все на уровне, понятно, сливов, слухов, инсайдов. Это непроверенная информация, что якобы через турецкую сторону Ермака конкретно предупредили, что если будут вот эти удары с блэкаутом, не в Москве, а в Белгороде и Курске в областях, то тогда Россия будет уничтожать подземное хранилище газа на западе страны, и, мол, об этом уже заявлено, и поэтому, в общем, вот так, это выглядит. Опять, может, это, конечно, информационная война, может, этого всего нет, но то, что, простите, мы не понимаем последствий попадания, когда били по Львову и уничтожили индустриальный парк, погибла семья под Львовом в воскресенье, в ночь на воскресенье, когда был вот этот удар, там же тоже было сообщение короткое одной строкой, что ударили по какому-то газохранилищу. То есть, что там, никого, понятно, не пустили и показать не дали, но посмотрим. То есть, есть такая опция, я об этом говорю. Опция есть, конечно, насколько предупреждение было, мы не знаем. И вообще, насколько вообще коммуникация работает между Россией и Украиной. Меня интересует вот такой момент. А зачем вот этот цирк с Безуглой, Малюком? Значит, приходит Малюк и общается с, главами фракций, с парламентом, не для всех. А Безуглая стучит в дверь и говорит, Малюка в заложники взяли. То есть, смотрите, мы же находимся в том периоде времени, сегодня 9 число.
мы находимся в том периоде времени, когда, по идее, должна состояться встреча Зеленского, октябрьская, со слугами народа. Как-то вот не встречаются. Может, встретятся на днях, может, вообще не встречаются. Говорят, что ее отменили, эту встречу. Потому что депутаты, какие бы они ни были, да, там, послушные, непослушные, они примерно понимают, к чему все идет, и что этот блэкаут, в конечном итоге, Зеленского никто не тронет. А бить по городам и весям Украины будут депутатов. И от «Слуги народу» в первую очередь. То есть, и поэтому они хоть мало-мальски, но пытаются сохранить какое-то лицо власти, потому что они все-таки представляют власть, да, как как депутаты. Поэтому там не очень приятный может быть разговор. Вместо этого Малюк приходит в парламент, общается с руководством парламента, с фракциями, то есть вот таким вот макаром. А Безуглая делает из этого такое шоу, типа вот ее не пустили, ай-яй-яй, там, и вот в своем стиле набирая себе каких-то политических очков. Но по сути, если так разобраться, а что означает утвержденный план Зеленского, о котором вы сказали выше, Малюка, и вот этот визит в Раду, такое ощущение складывается, что Зеленский не хочет... не хочет заручиться поддержкой парламента в том, что он делает сейчас и на какие шаги пойдет. Я думаю, что Малюк очень быстро заручится поддержкой парламента, разделит ответственность и переложит ответственность за какие-то операции, которые они планируют, на Верховную Раду. Потому что кому, как не Малюку, да, общаться с депутатами и говорить им, на кого какое дело заведено и кого что ждет. Там, по связям с Российской Федерацией это же очень быстро нарисуется. Да, найдут удостоверения КГБ СССР у некоторых дома, да, награды личные от генсека, фотографии на фоне Кремля, еще, не дай бог, с какими-то российскими парламентариями. Все эти вещи очень быстро можно сделать и показать каждому народному депутату, там и со «Слуги народа», не только со «Слуги народа». То есть сейчас парламент – это сборище немощных, которые на самом деле не имеют ничего общего с законодательной ветвью власти, которые не принимают решения, которые не являются центром принятия решений, которые не имеют субъектности. То, что они хотят, некоторые, да, осознали спустя 3 года, и начинают сейчас попытки какие-то показывать о сохранении не просто политического реноме, а как минимум хотя бы личного, человеческого. Потому что я лично считаю, что сборище под названием «Слуга народа», оно не просто не имеет политического будущего, оно имеет будущее в местах не столь отдаленных. Потому что это люди случайного толка, которые изначально, Александр, многих знаю, на пальцах одной руки могу сказать, людей, которые действительно соответствуют мандату, который они имеют. Вот на пальцах одной руки с этой фракции могу пересчитать. Все же остальные, я не знаю, где их собирали, по каким сельсоветам, да, по каким местным дискотекам, в каких селах западных регионов Украины. Поэтому... изначально их брали как определенно, есть такое выражение, да, не совсем, конечно, корректное, правильное, вот консервы. Оно использовалось когда-то, когда из советских лагерей бежали нехорошие люди, вот, и в основном уголовники. И они с собой брали такого Ваську непонятливого, да, для того, чтобы потом в лесах тайги с голоду не окочуриться. Вот, собственно говоря, в политическом смысле, и называли этих людей консервами, в политическом смысле «Слуга народа» – это некая консерва для тех групп, раньше для олигархических групп, а сейчас и для Зеленского, для Ермака, для силовых структур, чтобы прикрыться, чтобы отдать на заклание этих людей. Потому что кто, если не они, должны понести ответственность в глазах, да, того же Зеленского? Вот я все делаю, они же пришли под моим брендом, под моим именем, они... не стоят грязи под моим ногтем, да, я уверен, он так считает. Вот, поэтому они должны эту ответственность взять на себя, должны разделить. Но есть одно «но» и один нюанс. В Украине, конечно, народ дуже не любит депутатів. Да, это так уже сложилось там, с 91 года, но
В Украине власть персонализированная. То есть нельзя сказать, что вот у нас парламентско-президентская республика, поэтому во всем виноват парламент. Не, батенька, так не бывает. То есть если все хорошо, то это президент, а если все плохо, то это, конечно же, парламент. Нет. Власть персонализирована. Если говорят люди власть, я думаю, если социологический опрос провести, то первым делом имеют в виду Зеленского. Да, как раньше там говорим партия, подразумеваем Ленина, говорим Ленин, подразумеваем партию. И то же самое сейчас и со слугой народа. Зеленский равно слуга народа. Слуга народа равно Зеленский. Это понятная история. Поэтому как бы они ни пытались переложить ответственность, отмахнуться, скинуть всю грязь, как бы политтехнологи не старались. Они могут хоть 1000 безуглых туда послать, да, чтобы она разными, как Венеславский сказал, частями тела стучала о дверь, да, и не открывали. Вот. Но, тем не менее, ответственность Зеленского не будет снята. Зеленский войдет в историю Украины как человек, который привел к руине, к разрухе. И потом, конечно, придется и прокуратуре работать очень долго, и этих депутатов выискивать по Европам или куда кто сбежит. Но я еще раз хочу зрителям сказать, ошибочное мнение, что народные депутаты Украины это какие-то богатые люди, которые там наворовали и убежали. Фракция «Слуга народа», там очень мало богатых людей. Это по правде. То есть они изначально туда попали как это случайные ребята. Вот, в Польше когда-то выражение такое было, когда говорили случайно пшепадок случай. Вот такие пшепадочные попали в парламент и рассчитывали на фракционку. Фракционка – это простым языком, не сленговым, это деньги в конвертах, которые они получают за голосование. Изначально там ценник был кому-то 10 баксов, кому-то 20 баксов, кому-то 30, в зависимости от веса этого депутата. А большая часть перестала получать фракционку еще до войны, потому что на них были заведены компроматы при получении первой и второй фракционки. А другая часть перестала ее получать во время войны, потому что ситуация таким образом сложилась, что сильно вымахиваться, да, перед силовыми структурами у них не было возможности. И голосовали они, как один из депутатов сказал, руками пристегнутые к батарее. Потому что понимали, не дай бог не проголосуешь, кранты тебе будет. Вот. А какая-то часть, да, начала там дела какие-то вести, где-то что-то порешать по мелочи. Они что-то нахоботили. Но... То есть, то, что они там будут куда-то бежать, и где-то там они смогут осесть, это смогут сделать представители силовых структур, несколько десятков депутатов со «Слуги народа» и окружение Зеленского. Все же остальные пойдут по древней традиции, как козлы отпущения. Вот что их ждет. Вот это вот будущее фракции «Слуга народа». Что ждет войну? Распространяется видео доклада Герасимова Путину о том, что приоритетной целью будет наступление Российской Федерации на Запорожском направлении. Доклад о том, что на Днепропетровскую область идут, и мы видим вот эти все... об этом же, вот смотрите, особенно сейчас, вы же тоже наблюдаете за вот эти... Вот такое ощущение, что вот за этим блэкаутом опять-таки тоже курица или яйцо. Да. Всех очень сильно тревожит эта тема, потому что она касается большого количества людей, гуманитарной катастрофы, которая происходит после отключения воды и света, ну, в общем, там, газа, тепла, тем более зима. Вот. Но главное это же логично, это же война. А вот на войне у нас есть Герасимов, который рассказывает Путину, как будут идти на Запорожье. Говорит, приоритет взять Степногорск, взять там Приморское, на Днепропетровской области продвинуться дальше. То есть мы понимаем, что это ведь тоже показано и продемонстрировано было с российской стороны не просто так. Вместе с этим сегодня такая двоякая поступила такая вилка сигналов. Песков долго рассказывает о том, что Путин и Трамп встречаться пока не собираются. В общем, все тишина в переговорах и с Киевом, и вообще. Но выходит такой более-менее приближенный, или, как видится, ближе к Путину Ушаков и говорит, нет, ребят, у нас все хорошо с Вашингтоном, у нас каналы идут как были, так и есть, переговоры, контакты, то есть все в порядке. То есть, не-не-не, ребята. Да, Рябков там заявлял о том, что надо трезвость включать, о том, что эти томагавки, ну, это как бы дипломаты, это вот их, а вообще каналы есть, все хорошо.
И кому верить, хорошо, плохо с американцами, и как это на этом фоне смотрится наступление Герасимова с его публичным приоритетом движения в сторону Запорожья. Ну, когда мы говорим о России, да, мы должны понимать, что, ну, как бы это там не звучало уже заезженно, но есть определенные группы влияния, башни Кремля, да, и которые там, каждая имеет свой интерес, и каждая пытается его воплотить, свою стратегию, вот, подать наверх там свои взгляды, свои планы, и чтобы вот стратегия была взята на вооружение именно их. Когда мы задаемся вопросом, кого нужно слушать, чтобы понимать, вот, что действительно будет приниматься и что действительно происходит в взаимоотношениях России и США, один человек, который может ответить, который не является представителем никакой группы влияния, это Путин. То есть это единственный человек в России, который говорит конечную уже цель, конечную стратегию, да, и конечное действие. Вот буквально недавно Путин выступал на Валдае, и он очень мягко, очень комплиментарно высказывался в сторону американской администрации, в сторону Дональда Трампа, несмотря на то, что там Трамп до этого там, ну, просто трехэтажных насыпал, да, и тигры бумажные, там, и никто ничего не может, и за 4 дня война должна была быть закончена, вот, а вот вы ее не заканчиваете, вот эта вот тема со стороны Трампа, она очень громко звучала, Путин вышел, очень тихо сказал, да у нас все в порядке с американцами, вот, насчет тигров тоже объяснил, да, и, в общем, вот позиция России. Я уверен, что то, что сказал Ушаков, в данном конкретном случае, как бы дипломатически там не обменивались ударами, замечаниями, угрозами, да, те поставим томагавки, потом Захарова говорит, ну если поставите, так это прям вообще беда начнется, то есть будут там ответы. С другой стороны, Путин говорит о том, что каналы есть, коммуникация есть, она работает. Если будут какие-то подвижки там против России, он заявляет, что Россия будет отвечать военно-техническими методами. То есть это тоже был посыл. Но мы же понимаем, что ни томагавками едиными, ни Украина едины, что у России и у США очень много вопросов, которые необходимо сейчас отрегулировать, которые за время присутствия в Белом доме Байдена не то что не решались, они откладывались, я не знаю, в какой-то темный угол, да, и последний ящик, который там был, потому что была в приоритете война, перемога, победа, и санкции, и вообще дипломатия была аннулирована. Сейчас она возобновляется. Понятна позиция Трампа, понятна его стратегия поведения, чисто бизнесовая. Он пытается прощупать, где можно, где нельзя, где можно надавить, где можно свои продвинуть интересы. А если я, например, шантажом пойду, у Путина другая стратегия, да, совсем другая школа политики, у него более сдержанное поведение. Но это не говорит о том, что когда созваниваются два президента, они между собой общаются, во-первых, уважительно, они обсуждают все фундаментальные моменты, по 3 часа разговаривают и вырабатывают стратегию поведения. А параллельно с этим, как в фильме о бедном гусаре замолвите слово, когда надзиратель с заключенным играли в карты, а показательно, чтобы другие надзиратели слышали другую пластинку, заключенный кричал: «Ай, больно!» Тот типа его бьет, кричит: «Сатрап, узурпатор!» Он говорит: «Ну зачем же так? Ну зачем же ты меня называешь сатрапом?» Он говорит: «А узурпатор можно?» Говорит: «Узурпатор можно». Так все говорят. То есть ситуация такая, что есть большая геополитика, есть интересы. Эти интересы не всегда совпадают. Нельзя полностью сказать, что у России и у США выработалась линия поведения, в которой они являются союзниками. Нет. Американцы хотят смягчить взаимоотношения с Россией, потому что у них назревают новые конфликты, и им нужно переключиться на Азию больше. А здесь нужна нормализация с Россией. У Путина справедливо возникают вопросы по отношению не к Трампу, а к США, потому что каденция Трампа через 3,5 года закончится. А дальше в Америке такая политическая система, что опять могут прийти демократы. Демократы представляют другой капитал. Диктат капитала, собственно говоря,
диктует линию поведения механизмов, то есть государства. И то, что сейчас может быть актуально на уровне договоренности между Россией и США, как это зацементировать, условно говоря, на будущее. Я уверен, что российская администрация об этом думает и прекрасно понимает, потому что через 3 года позиция и политика может измениться. И вокруг этого ведутся еще переговоры. А для всего остального мира показывается картинка. Вот, Трамп выступает, говорит, все, русским кранты, значит, Зеленский, иди на Москву, мы тебе всем поможем, насчет томагавков подумаем, и вообще Россия бумажный тигр, а ты самый сильный, Володя Зеленский, ты сильнее всех. И мы на твоей стороне. Все, его не обвинить в том, что он с Путиным решает какие-то кулуарные вопросы. Ну как же, он публично скажет, вы что, своим глазам, своим ушам не верите? Да я их так обозвал, как я с ними могу что-то решать? А на самом деле я уверен, что это согласованная позиция. Трамп понимает, у него выборы. Российский кейс в Америке демократы 100% будут качать. Ему необходимо от него как-то отсторониться. Вот он это все делает публично. А в непубличной плоскости вот Путин дал ответ. Говорит, работа ведется с уважением вот, к Трампу, да, и ко всем остальным. Какие перспективы вы видите военно-политические для Украины на ближайшее время? Потому что все очень и очень, тучи сгущаются. Крайне негативные перспективы я вижу. Вот. И это не какое-то там мое просто мнение, это объективные факты. Мы всегда должны смотреть на запасы прочности государств, которые между собой воюют. За какие деньги кто воюет, какими ресурсами, какими системами воюют, какая есть поддержка, кому она нужна, а кому она не нужна. Насколько шаткое, насколько зацементированное положение у воюющих сторон. Когда, например, за Украиной стоят европейцы, у которых скоро начнутся внутренние шатания в государствах, да, и, может быть, действительно, там, как бы они ни пытались прокатывать схему там, Зеленского, схему румынских выборов, но, тем не менее, это может сыграть не в их пользу. Все-таки Европа может в плане там, социальном взорваться и начаться какие-то социальные протесты, да, вот, которые приведут к власти совсем другие политические силы, политические элиты. И тогда вопрос будет к Зеленскому, а кто тебя будет поддерживать, кто тебе столько денег даст, на которые ты рассчитываешь. То есть он рассчитывает на чужие деньги, на чужое оружие, которое ему не принадлежит, на которое он не может приехать и сказать «дай, это мое». Да, то есть его могут послать, причем послать очень далеко и надолго. В России другая обстановка, это во-первых. Дальше смотрим на землю, смотрим, что происходит на фронте. Возобновилось наступление российских войск в Сумской области. Не мое мнение, опять-таки, пользуясь украинскими медиа, Deep State пишет, да? Возобновилось. Днепропетровское направление вы говорили, Запорожское направление, о котором говорит глава Генштаба для Путина. То есть это все говорит о том, что... А еще сюда высказывание Рябкова о том, что те договоры, не то, что тот импульс, вот так он сказал, импульс, который был дан, да, который возник по украинскому вопросу между Путиным и Трампом, себя исчерпал. То есть это значит, что публично уже объявлено, что Россия будет действовать военными методами. И тут вопрос времени. Вопрос времени и вопрос долгоиграющих планов России. Куда им надо, куда они планируют, что они из этого хотят. Пока из публичного, что мы видели, речь была о буферных зонах. Это было объявлено. Но после встречи Путина и Трампа, да, тема смягчилась. Говорили, нет, по ЛБСу все решится. Теперь мы видим опять, то есть Сумская, Днепропетровская область. Это речь идет о буферных зонах. Харьковская область. Если фронт начнет сыпаться, не факт, что армия России могут пойти дальше. Вопрос, как будет ситуация на месте складываться, как на это будут реагировать американцы, какая договоренность, о чем пожали руки, да? О каких территориях договорился Трамп с Путиным, пока мы этого еще не видим, да? И тяжело говорить, вот они там решили по той области. Нет, пока мы этого не видим. Возможно, разговоры до сих пор ведутся, возможно, конечного решения еще нет. Но, тем не менее, мы должны понимать, что каждый день
войны, продление боевых действий играет не на руку Украине, не на руку украинской государственности и украинскому народу. Каждое последующее предложение и переговоры по мирам здесь 100% только так будет хуже предыдущего. Это объективно. Если Зеленский рассказывает о каких-то спецоперациях, да ты на фронте результат показываешь. Раньше он там говорил, да, в 22-м году, 23-м, там, контрнаступ, там, туды-сюды, вот зайдут, что-то возьмут. Сейчас речи о контрнаступах не идет. Сейчас большие пробоины в рядах вооруженных сил Украины. Сейчас с одной линии фронта снимают ребят, перекидывают на другую линию фронта. Личный состав никто не бережет. К личному составу отношение как к скоту, я прошу прощения. Это ненормальное отношение. Потому что военные, когда они видят, как к ним относятся, когда они видят, как относятся к семьям погибших их товарищей, вот, как они видят, как забирают их и их людей. И параллельно с этим они видят, как ведет себя верхушка руководства, то о какой боездатности, о каком желании там воевать, что-то отстаивать можно говорить. То есть они сидят в окопах, их покромсали, прежде чем туда отправить, вот, побили, их матери падали за этими бусами на асфальт, да, потом лежат больные, либо кто-то погиб. У кого-то дедушка там во Львове остался один, непонятно, как он жить будет. Это что, не единичный случай, мы просто это видим, а это массовое явление. И когда военные на это все смотрят, а параллельно с этим видят, как эти, которые на Банковой, да, там сидят на Институтской, набивают себе рожи блатными деньгами, то есть как они себя красиво и хорошо чувствуют, как военком Борисов выходит там или не выходит под залоги в 40 миллионов, да, и виллы покупает, какие зарплаты у ТЦКшников, у таких вот наезженных, вот рыло вот наезженное, а зарплата у него официальная, там, условно говоря, 20 или 30 тысяч гривен, а неофициальная десятка баксов в карман ему падает за то, что они людоловством занимаются. И это ж обычный военный видит, он чувствует эту несправедливость, а на фронте чувство справедливости обостряется. А если еще товарищ погиб, да, и прочее, тогда возникает ненависть. И ненависть в первую очередь по отношению к режиму, к власти, к тем чиновникам, которые тебя туда направили. Вот в чем угроза для Зеленского. Думает ли он об этом? Не знаю. Может быть, ему кажется, что он все делает правильно, и что вооруженные силы Украины можно сдержать приказами Сырского, либо там угрозами Малюка. Посмотрим. В истории уже подобные случаи были и плохо заканчивались. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо большое. Друзья, берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь. Александр Лазарев, Александр Шелест. Добра и света. Увидимся.